Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Вартуя. После своего сумасшедшего лустрика я пришел к одной интересной вещи. Хотя я думаю, вы и так об этом прекрасно знаете. Но все же. В текущей мете, в текущем сезоне на ранге король и выше, соответственно, да, у меня сейчас король 2, там 100 плюс каких-то там очков. Ну, я думаю, это не совсем важно, таки не совсем критично. В общем, я поиграл еще на нескольких сборках, попытался там потестировать, поразнообразничать и тому подобное. И пришел к выводу, что есть совершенно узкий круг сборок, которые в действительности работают, и прогнозы неутешительные. У меня был лустрик 7 раз топ-7. Поэтому могу смело заявить, я очень много тестов провел. Так, баночку поставлю, может мне все-таки повезет сегодня. Так вот, есть ну, узкое количество сборок, которые в действительности играбельны. Так, Дискорд я возьму. Все остальные же сборки, они настолько посредственными стали, что мне просто не передать словами. Магов легко контрить, они даже не составляют никаких особых проблем. То есть, чтобы пик силы магов почувствовать, вам нужно 5 драконов, 6-9 магов, лучше 9, если гритеры, то, соответственно, можно и 6. Это 4 бога, 9 магов, 4 элементалиста, либо же там уже сами подстраивайтесь, как думаете. Соответственно, если против вас гритер, то 9 магов вам как бы и не надо. Ну и магов, соответственно, я напомню, что довольно-таки очень просто контрить, потому что есть звери через суммоны, которые в легчайшую выносят этих магов и даже их не ощущают от слова совсем. Это первый момент. Второй момент. Есть нежить. Одно БКБ, все. Буквально Муэрто пару тычек сделает и вынесет вашу пару фигуры, и все, суммоны будут без дебафа. В этой каточке я не буду, скажем так, пытаться быть приверженником добра, поэтому я либо буду играть через нежить со старта, потом буду перестраиваться, либо же буду играть через магов. То есть я буду использовать максимально гнусные способы, чтобы подобраться к топ-1. Либо же я буду играть на моих любимых гритерах. Тут уже как бы как рандом не подвезет. На самом деле гритеры настолько... Вау! А это мне нравится. Я даже уровень возьму, может возьму 4. Может повезет все-таки. Так, безумная маска и барабан. Ну, маска у меня просто будет лежать, поэтому я возьму барабан. Массовая мана в любом случае будет намного лучше, нежели у меня просто валялась бы маска сейчас в инвентаре и ждала своего часа. Поэтому я в любом случае возьму лучше барабан. В этом раунде я сейчас попробую скипнуть, может мана плюс 40 придет. Ну, конечно, Болтера на 28 мне придет. О, ладно. Так беру свои слова назад. Так, хорошо. Я взял мана плюс 40 и попробовал рольнуть, потому что у меня, во-первых, есть арканцы, которые массово работают, у меня есть мана плюс 40, и со старта, как минимум, у меня один персонаж будет уже кастовать свою способность. Как-то так. Тут раунд я, скорее всего, проиграл, да? Ну, конечно. А ракетки ты кинешь, я надеюсь, нормально, или... 2 ракетки, там, где лоу-хпшный был персонаж. 2 ракетки он кинул куда? Правильно. В стратосферу. Он кинул в лоу-хпшного персонажа. Ладно, в двоечку. Хорошо. Сейчас ты реабилитировался. Боже, я последним временем так стал часто заговариваться, и меня на самом деле это настолько сильно напрягает. Не могу выговорить элементарные слова. Максимально легкие и элементарные. Почему? Даже сжевывать стал некоторые. Ну, короче. В общем, неутешительный прогноз. Есть немножечко сборок, которые играются, есть сборки, которые вообще не играются в текущем патче, и если вы будете на них играть, то вы, скорее всего, пошатнете свою нервную систему. Тут же я хочу попробовать сыграть либо же через драконов и ведьмаков, так как есть спектра, вот, либо же не знаю, либо же... Я не буду загадывать, я уже загадывал 1000 раз и понимаю, что у меня совершенно иной билд выходит постоянно вот с моих загадок. Тут я выиграл, по-моему, да? Ну да, конечно, 3 ракетки в кабана кинул. Молодец, Тинкер. Я этого Тинкера всеми способами презираю. Насколько же ты бесполезный. А вот игра, кстати, я хочу взять. Я бы на самом деле даже бы вышел бы в монетки, но кого бы я сейчас не продал, только если жертвую своим столом, а так у меня хотя бы может быть халявный ролл будет. Так вот, вернусь к сборкам. Я пока еще думаю, я, наверное, 2 червячка возьму. Мало ли он в двойку придет.
Наверное, червячка одного я поставлю. А Огр как раз закастует свою способность на червячка, он произведет 2 червячков, а червячки не выйдет магический урон, поэтому, в принципе, червячки довольно-таки душные будут со старта. Или же нет, или же да. Не знаю, короче. Короче, не знаю. Если бы я играл через суммон, я бы 100% обрадовался бы такому, скажем так, снисхождению бога рандома ко мне. Но, как-то так. Через зверей играть в эти катки я особо не хочу, потому что я только недавно показывал. И на богах орках я не хочу играть. Хотя на самом деле здесь есть Зевс и Джакиро. Скорее всего, тут будут против меня боги-драконы, либо же маги-драконы. Короче, что-то такое будет неприятное. И боги-орки бы отлично бы справились здесь. И 100% здесь нарисуются ведьмаки и драконы. Только вот через кого пока мне не особо понятно. Ну, тут АМ присосался, естественно, все. Я ману никогда в жизни не накоплю и ничего не смогу сделать, да? Ну, логично, логично. Ну, а тут еще и Свен есть, кстати. Да, тут, скорее всего, по-любому будут драконы-ведьмаки и Свен Керри, либо же Спектра Керри. Один из двух точно будет. Точно будет в этой катке. Ну вот, конкретно кто, посмотрим. Я ни капли не удивлюсь, если 100% будет Свен, Спектра и драконы-ведьмаки. Ну и драконы-маги здесь тоже 100% будут. Как бы гадалки не ходи. Слишком хорошие маги здесь в катке есть. Во-первых, есть Зевс, во-вторых, есть Джакира. Этих магов уже достаточно за глаза, чтобы выносить все и вся. Особенно, если вам пришел Зевс, пару хороших шмоток, и все. Просто сушите весла все остальные. Тут еще, кстати, есть тимка, поэтому по-любому кунг-фу нарисуется. Более чем уверен. Я уверен на 120%, что нарисуется кунг-фу. Кунг-фу. Он молодец, Огр. Как же я тебя обожаю. Накинуть свой баф повторного скилла, мгновенного отката, на пивную панду. И эта пивная панда еще закинула свою способность в одного типочка. Ты, ну, у тебя в порядке там с головой, Огр? Или панда? Я даже не знаю, кто из вас хуже сейчас сделал. Не, ну это, естественно... Ух ты. Дум. Панды. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. В этой катке можно было бы и через кунг-фу поиграть. Либо же через волшебников-магов. У меня неплохие фигуры со старта. Не скажу, что идеальные, я не скажу, что у меня по инкаму все хорошо. У меня 11 монет на 8 раунде. Это не очень хорошо. Как мне нравится, когда люди играют через лустрик. Боже, я таких людей вот беру за руку и жму им. Жму руку. Гида. Ну, гида как-то поздновато пришла, но отказываться от нее я особо не хочу. Мне, кстати, волшебники идут. Можно реально попробовать здесь через 9 магов сыграть. Было бы неплохо. Так, Огр отлично пришел. Агра, наверное, я апну и поставлю на стол, естественно. Пант я продам. Я не особо верю в пант. Если со старта на 3-м раунде вам панда не пришла, и, соответственно, потом не начинают они падать вам, то я бы лучше их скипал. Поберечь свою нервную систему, как минимум. Потому что я, когда играю через пант, они мне максимально не идут. У меня нервная система настолько расшатанной становится, что хочется взять вот так вот и этих пант удалить из игры вообще. Или вообще в целом удалить игру. Вот настолько все жестко у меня с этими пандами. Я с ними прям в контрах. Я выйду, кстати, сейчас 20 монет. Мне нужно выйти максимально 50 монет быстрых, чтобы перестроиться. Ну, не перестроиться даже, а вот просто брать уровень. Буду брать уровень, будет все хорошо. Тут еще два человека играют через лустрик. Даже, по-моему, 3 человека играют через лустрик. Надо подумать, через кого я хочу поиграть. Ого. Ого. Муэрта? Марси? Что-то как-то подозрительно. Чё? Не понял. Но мне очень даже хорошо сейчас пришло. Подозрительно хорошо ко мне сейчас пришло. Это очень подозрительно. Но... Так, Лину скипну. Раздор я оставлю. В самом деле, я на раздор взглянул немножечко под другим углом. Но. Скажу сразу его плюсы и скажу сразу его минусы. Плюсы. Очень хорошо чистит столы. Минусы. Если у кого-то будет шар бездны, он уже ничего не чистит. Он уже ничего не может. Поэтому
Тут уже лучше, соответственно, взять какого-то другого керри, который намного сильнее чистит столы. Поэтому, думаю, вы меня поняли в этом плане. Бов я затащил, у меня есть хорошие фигурочки, поэтому я здесь даже не сомневался. Хотя на самом деле, с моей-то удачей лучше немножечко посомневаться в том, что может произойти сейчас. Так, гоблина, наверное, возьму, может получится монетку заинкамить. Не очень. Ой, лучше бы я взял какой-то предмет оттуда. Потому что этот рок войны, он мне вообще сейчас не в кассу. Я не играю через суммоны. В любой бы другой игре, где я играл бы через суммоны, я бы обрадовался этому. Но не сейчас. Вот явно не сейчас. Я, кстати, Разора поставлю, потому что мне кажется, он будет сильнее. Мне кажется, он будет сильнее. А, ну тут тренд. Невозможно вынести его будет сейчас. Посмотрите, он просто все откиливает. Вот стоило мне выпустить ролик, где тренд нереально хороший керри становится, когда надо, все начали собирать эти тренда. Вот абсолютно каждый начал собирать тренда и прочувствовал мощь этого тренда. Вроде бы как бы прикольно, да, я тут ничего как бы не могу сказать. Кстати, денежки заинкамим сейчас. Оп-оп, сюда. Так, лоперк мне не особо нужен. Поставлю пока эгиду. У меня разор как бы закатился, 900 урона нанес. Ну, 1000 урона, окей. 1000 урона нанес. Посмотрим, сколько разор сможет нанести. Точнее, не разор, а эгида. Эгида, она очень хороша в плане того, что когда идет даже лейт-гейм, эгида усиливается от вашего противника. Не только от себя, но и от вашего противника. И, соответственно, эгиду я как бы ставлю в приоритет. Очень сильный персонаж, мана не требует. Минусы только в том, что когда у нее меньше 10% хп, свою способность она прекращает кастовать. И делай, что хочешь. Как бы, да. Вот такой прикол у нее есть. Но это лучше, чем Тинкер, который... Так, ну тут 970 нанес, кстати. Как-то предпочтение мое становится больше теперь на Разора. У Разора и область действия намного выше, чем у Эгиды. Даже Эгида... Не, ну если Эгида в двойку будет, я думаю, Эгида в двойку намного мощнее будет. Я, кстати, наверное, здесь буду играть через гритеров. Я вот сейчас так подумал, что лучше я, наверное, сыграю через гритеров. Кстати, Луна пришла. Можно попробовать еще и Луну собрать. Так, Марса я не буду собирать. Я буду немножко по-другому билдиться сейчас через гридеров. Я очень давно хотел записать Муэрту через гридеров. Я думаю, это будет прикольно. По крайней мере, мне кажется, что это будет прикольно. А как она будет по факту, это мы сейчас и узнаем. Там драконов уже кто-то собирает. Так, Луну взяли. Сейчас Луну ставить не буду. Я надеюсь, что мне придет ранее Муэрта. Хоть в какой-то игре бы она пришла рано. Хоть в какой-то. Я хочу посмотреть на импакт Муэрты в тройку, когда она ранняя. Если, естественно, она придет. А зная свою удачу, единственное, что мне придет, это Болтяра. Как-то так. Так, неплохо. Я не буду сейчас уровень апать, я уже настроился на гритеров, по этой причине я буду собирать только гритеров. Сейчас я апаться не буду, я буду пытаться там собрать фигуры, найти гритера, выставить гритера. Там собирается, кстати, Ведьмак, я уже вижу. Маг собирается, Кунфуист собирается. В общем, какой прогноз я вижу на эту игру? По-любому нарисуется Ведьмак-дракон. По-любому. Через Свена и Спектру. Это по-любому, потому что если есть Спектра, значит есть Свен. А Свен, который бафает всю вашу команду своим ультимейтом без маны, это во. Можно играть как через Спектру, так можно играть и через Свена. Как бы тут гадалки не ходи, по-любому нарисуется такое тело. Так, тут ТБшка в двойку. Вот, кстати, ведьмаки ко мне пришли. Но тут невозможно закастить, потому что опять... Ну, еще и Дум на лицо мне выкатился. Серьезно? То есть, Огр впервые закинул способность куда надо, так еще и Дум мне на лицо выкатился. Серьезно? А, еще один Дум на лицо. Ну, понятно. Какой же душный Дум. Две Муэрты уже? Ого. Ого. А что это значит? А что это может значить? Не, ну я на самом деле даже, знаете, хочу поспорить, что Муэрта ранее мне ко мне в троечку не придет. Вот есть у меня такая чуйка, что Муэрта мне рано уж точно не придет.
Хоть бы предметы хорошие пришли. Тут хоть один момент был бы хорош. И, кстати, настроил сейчас немножечко звук, потому что звук игры меня немножко раздражает. Напишите в комментариях, кого еще раздражает звук игры. Алхимос. Ну, алхимика я не хочу забирать, там уже ведьмаки есть. Толку от того, что я поставлю гоблинов. Что будет? Какие плюсы? Никаких, естественно, поэтому я это не буду делать. Это плохо. О-о-о. Неплохо. Вот бы мне, конечно, Мьёльнир упал. Если бы мне упал Мьёльнир с маской, у меня бы сейчас луна в двойку. Ай-яй-яй, как душило бы. Ну, Гриттер, наверное, пока рано перестраиваться. Я еще хочу побыть с халявными роллами, у меня притом они двоечки. Поэтому я, наверное, пока как-то так поиграю. Так, 2 мага на курсе я уже вижу. И ведьмака на курсе своем я вижу. Пророк Александр в студии. Я к вашим услугам. Кому что напророчить? А? Как я сказал, здесь будет ведьмак. Раз. Здесь будет драконы. Два. Здесь Муэрта в двоечку уже. Ого. А что это значит? А чё мне так рано Муэрта пришла в двойку? Сейчас я не понял. Это какой-то заговор? Можно сейчас уже, кстати, перестроиться в гриттерах и чувствовать себя довольно-таки фривольно. Хочу я перестроиться или не хочу? Как думаете? Я сейчас попробую так, наверное, сыграть. Если все же ужасно все будет так, то я перестроюсь. Пинг, конечно, шикарный у меня. Оцените, 283. Не знаю, с чем это связано, но пинг меня прям душит нормально так. Ой-ой-ой. Как же мою луну душанули. Неприятно. У него неприятно баф упал на змейку. Эта змейка сейчас может так рассумониться, что... Ой-ой-ой. Но у меня хорошо, что баф упал хотя бы на резака. Это единственный плюс, что у меня упал баф на резака. Прям вот такой плюс. Не-не-не-не-не-не-не, змейки, не душите. Не-не-не-не-не-не, ну алло. Боже, на каких соплях я сейчас затащил? Видели? 28 хп осталось. Если бы у него был рог войны, он бы меня беспощадно вынес. Без единого шанса. Кстати, я сейчас, наверное, буду перестраиваться, пытаться уже в гриттеров. У меня уже есть довольно-таки хороший стоп. Да, у меня 100% есть хороший стоп, поэтому я буду перестраиваться. Сейчас немножечко сделаю. Вот так как-то. Или еще попробовать поиграть. Да, я, наверное, пока что поиграю. А на следующий раунд я уже перестроюсь. В следующем раунде я уже перестроюсь и буду играть через гриттеров. Боже, какие там душные кунфуисты появились. А, опять тренд, кстати. Дубль номер 2, как он меня сейчас вынесет, да, трендом своим? Или уже не вынесет? Не вынес, прикиньте. Но в этот раз я оказался сильнее. Я в один прекрасный момент реально под... Оу. Так, ты сюда, ты сюда, ты сюда. На самом деле резака, наверное, надо было оставить. Что-то я как-то поспешил его продавать. Ну ладно, надеюсь, у меня это огромных последствий не вызовет. Так. Мне кажется, Мэрта в двойку сейчас, она довольно-таки слабый персонаж будет. От нее импакта будет минимум. Я думаю, не жреца поставить. Еще один гриттер, кстати. Так, а ну посмотрим, может придет. Яйцо пришло. Яйцо пришло. Так, сюда. 2 гриттера есть. Яйцо юзать я не буду. Я оставлю его на мейн-керри. Так, я хочу Муэрту закерить, поэтому я оставлю на мейн-керри. Я, кстати, все-таки Муэрту пока поменяю на жреца. Жрец нежить, мне кажется, намного сильнее. Особенно вот сейчас, смотрите, на Угра накинул свою способность на него. Неплохо так, кстати, подхилил. Я все-таки больше уверен, что Муэрта была бы сейчас слабее. Пока останусь так, как есть.
А Муэрто-то идет. Прикиньте. Вау. Обалдеть. У меня есть шанс Муэрту собрать в тройку. У меня одна Муэрта всего лишь. Агра я продам. Я в Игиду не настолько сильно верю. Я больше всего верю в жреца. Поэтому я ставлю в приоритет жреца. Я его тоже продам пока что. Пока поставлю в приоритет все-таки Муэрту. Так, маг-дракон один уже есть. Окей. Пророк Александр в действии. Маг-дракон второй нарисовывается. У него больше хп, конечно, но маг-дракон второй нарисовывается. Ведьмаки нарисовываются, кстати, тоже. Немаловажные. Ребят, кому погадать на кофейной гуще, обращайтесь в Телеграм. Что? Вы сейчас роплите надо мной? Вы понимаете, в чем суть? Мне Муэрта за все время, сколько я играю, ни разу ранее в тройку не пришла. Зато тут я в шоке. Я давно такого не видел. Вот сейчас, кстати, посмотрим импакт этой Муэрты. И я возьму немножко уровня уже, чтобы на 7 выставить больше фигур. Знаете, в чем еще минус? Мне нужен шарбезный. Без шарабезна меня так будут бить, так лупить будут. Боже. Ой. Свен Спектрам. Вот посмотрим, кстати, как Гриттери себя будут чувствовать против Свена и Спектры. Вдруг чего. Я выбрал все-таки плащ вместо маны. Там слишком много манов. У меня нету никакой магической защиты, и этот маг-дракон меня выносил просто во все щели. А хотите рофл? 1000... Обратите внимание на урон Луны. Это сейчас серьезно такой прикол? 3100 нанесла моя Муэрта, а Луна нанесла 2800. Ой, сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Вот, серьезно говорю. То есть, Муэрта в гриттерах тащит только тогда, когда у нее обалденные шмотки. Ее нет смысла собирать под гриттерами, судя по всему. Я еще, конечно, понаблюдаю пару раундов, посмотрим. Но Луна мне сейчас намного больше заходит. 4 мага, ребят, 4 мага в катке. 4 мага в катке. И один кунфуист через шаманов. Не полный, конечно, у него там кунфу, но все равно он будет играть через шаманов. Я, наверное, сейчас свою ману отдам Гриттера. Что-то я максимально недоволен сейчас Муэртой. Чё за бред? Почему у меня у Луны больше урона, чем у Муэрты в тройку? Это прикол? Если сейчас еще пару раундов такая тема продолжится, то я по-любому буду... Ну, я не буду ее скипать, я ее оставлю до лучших времен, но что-то я максимально разочаровался сейчас в ней. Луна вносит больше импакта, нежели она. Серьезно? У меня сейчас лютое негодование происходит. Если сейчас пару раундов еще такой урон у нее будет, то я ее полностью скипаю. Я хочу подметить, у Луны всего лишь 2 шмотки. Это маска и рок войны, который бесполезен для нее. Да, там 10% скорости атаки дают, кто-то скажет, но это бесполезно. И маска второго тира на отхил. Это же бред. У Муэрта в 2 раза больше шмоток сейчас. Так, маги, драконы и кунг-фу. Ну, что... То, что я говорил. Полностью сролился, поставил себе магов и поставил себе фуловое кунг-фу. Нормально придумал. Нормально. Я его не осуждаю, если что, но это было жестко. Кстати, обратите внешечку на моего гриттера. Как вам моя внешечка на гриттере? Мне нравится. Если что, я в своей группе писал, там же ивент «Осенняя война» запустили. Я не буду скипать шмотки, хотя на самом деле хотелось бы. Вон, кстати, ведьмаки фуловые собрались. Плохо. Так вот,
Ивент «Осенняя война». Я в своей группе писал о том, что мне нужен один человек, который там не заходил столько-то дней, по-моему, 30 плюс, и 18 уровень аккаунта имеет. Вот благодаря этому подписчику, спасибо ему огромное, у меня теперь есть обалденная внешка на моего гритера. Как-то так. Я что-то, ну, мне сейчас очень сильно Муэрта моя, ну, очень бесит. 3800 урона на Муэрте. 3300 луна в двойку. На секундочку. Чует мое сердце, что сейчас я ее скипну. Ну, не скипну, в плане того, что ее кик. Короче, вы все поняли прекрасно, что я вам пытаюсь объясниться. Да, она мне, конечно, только что помогла трента вынести, но извините меня. Оставлять ее только ради того, чтобы трента выносить? У меня внутри сейчас такое негодование идет, что прям... Извините меня. Чилу на 9 уровне пришла спектра. Если бы я играл через такую билд, знаете, что бы мне пришло? Болтяра на 28. 3 мага. 4 мага, это жестко. 4 мага и 1 инсектоид. Угу. Ну, кстати, посмотрим, насколько я смогу справиться с этими магами. Если шарбеза не упадет, то будет плохо. У меня, кстати, еще как-то голос немножко изменился, не знаю. Я надеюсь, я не простыну, потому что я вот только недавно болел. И мне бы не очень хотелось, чтобы я еще раз простыл. Если я еще раз простыну, будет... Ой, как плохо. Меня тогда нос. Сконцентрируй свою речь, Александр. И говори грамотно. Так, вдох-выдох. Сосредоточились. Отлично, разочек в двоечку наролил. Так, цепочку я по-любому возьму. Цепочка сейчас будет намного импактнее, как по мне. Я бы вообще несколько предметов бы скипнул бесполезных. Да. Нет, бессмертие это не бесполезный предмет. Это хороший предмет. Но сейчас бы мне какой-то... Я бы не отказался сейчас от какого-то Мьёльнира. То есть от вот таких вот предметов. Но явно не от... не бессмертия. Ладно, я надеюсь, конечно, бессмертие мне это поможет. Я очень большие сейчас ставки на... Я очень большие ставки. Прикольно я сказал только что. Я сейчас очень большие ставки ставлю на эту Мэрту. Учила Свен. Рапира? Ты сейчас серьезно, у тебя рапира? Ты только вынес мне... Нет, он не только вынес благодаря своей рапире. Вообще, на самом деле, он мне, скорее всего, благодаря своей рапире и вынес. Он меня ваншотнул только что. Там на спектре, если вдруг кто не знает, когда все рядышком становятся, точнее никак, если вокруг цели одной нету никого, то есть там крестиком, плюсиком, если вокруг цели нет никого, то x2 урон. А извините, у него спектра под, во-первых, под Свеном, Свен бафает урон, так у него еще и этот... Рапира. Рапира, которая дает 500 урона. Не дай бог сейчас другой ведьмак-дракон возьмет эту рапиру. У него сейчас мало хп, поэтому шансов его вынести намного выше. Мне бы рапиру упало, я бы от счастья бы не знаю, что сделал. Так, вот еще один ведьмак-дракон. Но благо у него нет Свена. Это очень хорошо, что у него нет Свена. Но в любом случае... Чего Муэрта такая слабая, я не могу понять. 3000 урона. Ты смеешься надо мной? 3000 урона. Это прикол такой? Бог ты мой, какая же ты бесполезная. Я что-то максимально разочарован сейчас в том, что я собрал ее в тройку под гритерами. Я бы радовался, когда она была бы в нежити. Я бы радовался, когда она была бы в охотниках. Я бы радовался этому. Я, кстати, сейчас из инкама выйду, хочу наролить луну в тройку. Я в луну в тройку лучше вложу сейчас эти предметы и посмотрим, насколько импакт изменится. У меня есть подсказка, что импакт будет огромный от луны. Не знаю, как вам, но меня так оно бесит сейчас, это Муэрта.
Я так ее давно хотел собрать под гритерами. И сейчас я понимаю, насколько это шлак. Просто осознание и реальность. Или осознание реальности. Даже так лучше это звучит. Так, это инсектоиды. Ага, ага. Ага. А где урон Муэрте? Чекайте урон Муэрте, ребят. Ой-ой-ой. Не, ну хорошо, что осталось так мало магов. Но там очень сильный маг. Из-за того, что у нее есть кунг-фу, у него есть огромный шанс меня ваншотнуть. 10 тысяч урона нанесла Луна. 10 тысяч урона. Чему это так мало урона нанесла? Я сейчас не могу понять. Сейчас надо, кстати, предметы паролить. Да ну ты, ну... Ладно, маска это неплохой предмет. Я возьму маску. Маску по-любому нужно было брать. Я, кстати, ману забыл переложить из Луны. Так, держим контроль. У меня есть деньги. У моих противников денег нет. Но у моего противника есть обалденный ведьмак-дракон с хорошими шмотками. И там еще есть неплохой такой маг с винстриком 7. Я надеюсь, этого мага я вынесу. Так, еще раз инсектоид ко мне пришел. Маска 5-го тира, она не такая уж и плохая, как я сейчас вот отреагировал. Она хорошая. Кстати, если бы сейчас Муэрта была керри, я бы не затащил этот раунд. А я затащил. Ну да, я тут затащил этот раунд, тут даже как бы можно гадалки не ходить, я по-любому здесь затащил. Так вот, если бы была бы Муэрта, я бы 100% не смог бы затащить этот раунд. Я более чем уверен. Вот эти вот 200 урона, это слезы. Я очень опасаюсь... Плюс деньги. Инвестиции в будущее. Инча это, ну, хорошая инвестиция. Вкладывайтесь в инчу и продавайте ее. Получайте огромные бабки за нее. Ребят, я рассказываю, как вам создать бизнес с нуля. Покупаете 2 инчи, Фуриона, оп, купили за 2 монетки, продали за 3. Плюс 1 монетка в копилку получается. Так что, ребят, уроки бизнеса от Александра. Не, на самом деле, если есть возможность, то собирайте инчу и продавайте ее. Все-таки 1 монетка лишней не будет. Вы за 1 монетку выходите в 50 монет. Так что, ну, как-то так. В общем, кого я сейчас опасаюсь? Два классных предмета, но я хочу клинок тени, но... Или не но. Не, я возьму. Багровый тот клинок, он мне сейчас не особо нужен, потому что, во-первых, против меня есть противник с ведьмаками-драконами. Даже если этот предмет наложится на 6 секунд, то там есть другие челы, которые... Ну, короче, клинок тени сейчас мне намного выгоднее из-за того, что там есть ведьмак. Он хотя бы будет по мне миссовать и не нанесет тонну урона по лицу. Хотя бы. И я на самом деле немножко в шоке, что он до сих пор еще Свена не нашел. Я в шоке, что он Свена не нашел. Он Дума нашел, а Свена не нашел. Зачем ему Дум? Не, ну как бы инкастовый сайленс на лицо, это хорошо. Кому бы понравилось, если бы вам бы на лицо инкастовый сайленс выпал? Но я через гитеров играю, мне вообще плевать на его сайленс. Поэтому... Такое как-то... Что-то я как-то с Муэрте очень сильно негодую. Ой-ой-ой-ой-ой. Больно? Не бей! Не бей! Кунфуист ты... Нет? Да. Изи. Я не сомневался. В самом деле, был бы у меня шарбезный, я бы вообще бы его не ощущал. Под гритером бы я бы его точно не ощущал. Вот бы Разора еще в троечку найти сейчас. Разор троечку? Ну, жрец, кстати, ну. Я, наверное, сейчас, кстати, жреца поставлю вместо Муэрты. Я Муэртой сейчас очень недоволен. Она у меня в тройку, а импакт от нее, извините, ну, как кот наплакал. Я ее заменю. Пусть у меня будет лучше Разор пока что. Я в Разора больше верю.
Еще так местами сейчас поменяю. Благо у меня есть бабки. Деньги решают. Деньги решают, ребята, деньги решают. Кто там говорит, что деньги не решают? Вот он, явный пример. То, что у меня 50 монет, я могу спокойно ролиться, не чувствовать себя... Не бей! Не бей! Там спектра мне на лицо присела. Боже, какое сильное замедление атаки. Ну, минус 14 еще терпимо. Мне не хватает урона. Так, отлично, яичко есть. Надо поролиться попробовать. Может, мне сейчас придет какой-то... Ну, 2 гритера это уже не один, поэтому... Все будет четко. Мне, кстати, эти бусы не нужны. Поэтому эти бусы я дам Разору. А Луну я как-то сюда поставлю. Еще одному верта. Даже игра сама такая говорит, бери Муэрту. Ну, бери Муэрту, она тебе понадобится. Я тебе отвечаю, бери Муэрту. Так, яичко сюда, сюда. Опа! Улучшение. Сейчас будет весело. Вот Игиду в тройку я люблю. Очень сильный персонаж. Тот, кто его недооценивает, тот глуп. Кстати, а зачем тебе посох великого мага в цветку? Сейчас не понял. У тебя ж чистый урон. Зачем тебе этот посох великого мага? Объясните мне. Вот этот движ Муэрта бы сейчас не вытащила. Я более чем уверен. Даже с такими шмотками, которые есть у меня сейчас, Муэрта бы этот движ не вытащила. Но посмотрите, насколько легко я справляюсь с Луной. Который раз убеждаешь, что Луна это какой-то, ну, очень странный персонаж. Очень странный персонаж. Мне бы, кстати, его взгляд Азеса, я бы обрадовался. Был бы у меня взгляд Азеса, у меня был бы массовый сайленс. Не массовый сайленс, а массовый минус реген. Я надеюсь, что вы долго не найдете МКБ, и я буду очень долго злорадствовать против вас. Мак, ты можешь откиснуть уже спокойно и поехать в Next? Можешь? Или не можешь? Мне, кстати, бы еду куда-то как-то засунуть получше. Не знаю, как-то так поставлю сейчас расстановку. Мага я не боюсь. Я уверен, что я его вытащу. Я очень боюсь этого дракона-ведьмака. У него спектра в двойку. Либо он не нашел Свена, либо же он его не берет. Скорее всего, он не знает, как работает Свен под ведьмаками и драконами. Что-то у меня есть такое впечатление. Ну вот что происходит с магом. Я его не чувствую. Просто не ощущаю этого мага и все. Чел на своей панде летает, фейерверки позапускает. Нормально. Знаете, что бы я сейчас хотел? Я бы МКБ хотел. На всякий случай я бы хотел все-таки МКБ. Было бы у меня МКБ, я бы не опасался, что чел найдет миссы. Самая главная опасность против меня это миссы. Если мой противник будет с миссами, а у меня не будет антимиссов, у меня будет огромная проблема. Но благо пока что нормально. Они МКБ не нашли. Клинок тени не бесполезный. Все-таки как-никак он дает скорость атаки. А когда меня атакуют, он увеличивается. Ну какой же там ужасно сильный маг. Правда, я уверен, что это его не спасет, но из-за того, что у него есть кунг-фу, есть маленькая доля вероятности, что сработают ваншоты, и моя луна откиснет. Но у меня есть бессмертие. Я, в принципе, смогу отхилиться. Надеюсь. У меня все-таки чувство тревоги в душе еще есть. Если бы не это чувство тревоги в душе, я бы чувствовал себя нормально. Я бы даже не паниковал. Но из-за вот этого вот маленького сжатия в груди у меня есть плохие предчувствия. Что может быть лучше, чем рефрешер? Да все. Хотя на самом... Наныл. Наныл усиление. Такое мне нравится. Не, ну такое усиление я одобряю. Еще гритера сейчас бы в троечку. Было бы замечательно вдвойне. Наныть усиление. Гритер. Отлично, один гритер есть. Мне нужен еще один гритер. И мне еще нужно 2 жреца нежити.
Я гритера соберу в тройку и оставлю его одного. В идеале, конечно, бы найти еще одного гритера, но где я его найду? Естественно, нигде. Там очень сильный ТБшка. Либо он реально не... А что происходит? А что так больно было сейчас? Не-не-не. У меня 31 хп. Молю, молю, молю. Целую ноги, нет. Фу, 22 хп снес. У меня расстановка плохая. Видели? Я сейчас расстановку переделаю немного. Его вся массовая орава стоит справа. А луна у меня била слева. Короче, мне нужно всех направо сейчас поставить. Плюс они кучно стоят все. МКБ чел не нашел, но нашел двойной урон по мне. Да, вот у него есть двойной урон, и я его не опасаюсь. Я очень опасаюсь. Боже, какой он сильный. Благо ты там всех кучно сейчас поставил. Сейчас мы с тобой разберемся. И благо тебе еще не пришел Свен. Я реально надеюсь, что он Свена не скипает. Этого я не узнаю, естественно, но я надеюсь очень сильно, что он не скипает Свена. Кстати, посмотрите, что происходит. Я думаю, Мэрта бы такое не вывезла. У меня чуть ваншот от МК не прилетел. Теперь я не грешу на бессмертие. Бессмертие — классный предмет. Я не смею о нем грешить, потому что бессмертие меня только что спасло меня уже 2 раза как минимум это бессмертие. Мне, кстати, надо расстановку немного поменять. Так как у него сейчас все справа находятся. Мне бы желательно как-то поставить своих ребят грамотнее. Можно, кстати, Разора немножечко назад отодвинуть. Да, вот так. И, наверное, гиду как-то так поставить. Или так и оставить. Не знаю, пока так оставить. О. Ну да, в принципе, можно так и оставить. Бэм. А где Луна? Так, Луну свапает, окей. Но вроде бы сейчас нормально пока что. Да, отлично. Кстати, был бы взгляд Азеса. Песня. Вау. Вау. Ну приди. Да не ты. Я эту Муэрду сейчас продам, отвечаю. Она у меня как брелок висит на поле и все. На лавке запасных. Ждет своего часа. Так, расстановку ты не менял? Взгляд, точнее, шарбезна у тебя есть. Я как-то так сейчас поставлю. Мне не понравилось только что мою луну свапнули. Это было неприятно. Вот сейчас ко мне он еще раз пришел. Так, он Разора моего почему-то ваншотнул. Непонятно почему и как. Разор ничего не смог сделать. Нет? Только не на лицо. Только не на лицо, молю. Нет, 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 нет. 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 Мне сейчас каждая единица хп важна, поэтому я переживаю. А еще более сильно я переживаю то, что... Где мой гридер? Я хочу гридера в тройку. Мне уже надо. Понимаете? Уже горит внутри. Уже внутри горит прям. По полной программе горит. Боже, я сейчас заметил, что у меня немножко голос даже сел. Настолько потная каточка, что у меня даже голос сел. Обалдеть. Мне нужен гритер в тройку. У меня есть хрона, у меня есть рефрешер. С гритером в тройку у меня будет огромная хрона на весь стол с обалденной длительностью. Все, что нужно против Ведьмака, кстати. Взгляд Азеса упал, отлично. Взгляд Азеса — это такой шикарный дебаф. Как же сильно он замедляет скорость атаки. Так, иди отсюда. Иди отсюда, бесполезный предмет. Два усиления подряд. Меня балуют. У меня денег, правда, не хватает. И я надеюсь, что раунд я переживу, конечно. Я хочу пережить этот раунд, как минимум. Так, предметы скипнуть я не могу. МКБ никто не нашел. Молодцы, красавцы. Дальше думаете, что у меня как бы все плохо. Да вообще, посмотрите, как я его выношу сейчас, этого мага. Я еще раз убеждаюсь в том, что Луна — это какой-то оверсильный персонаж. Это какой-то дьявол во плоти. Дьявол на пантере. Обалдеть.
Что ты там нашел? Так, ты ничего не нашел. Ты Квапу нашел, а Свена, я так понимаю, не нашел. Ага. Вот только у меня вопрос есть один. Зачем ты берешь Квапу против меня? Какой в этом смысл? А еще мне нравится то, что он до сих пор не нашел МКБ. Клинок тени. Очень сильный предмет. Особенно против такого моментального урона. Как минимум пару тычек я смогу заевейдить. Да все, смотрите, как я его выношу. Без шансов. Конечно, у него ТБшка есть в тройку. Да, вообще изи. Была бы Муэрта, я думаю, откис бы 10 раз. Так как Муэрта, когда перевоплощается в свою форму, она все равно бы получала чистым уроном по лицу. Я, наверное, кстати, возьму кунку. Как-никак это контроль, как-никак это стан. Боже, из какой ситуации я себя вытащил? И слава богу, что челу Свен не пришел. Пришел бы ему Свен, у него бы урон был заоблачный. Не факт, чтобы этот урон я вытащил. Не факт. Но он себе думу оставил. Зачем он себе думу оставил, непонятно. Ладно, я просто надеюсь, что ему он не приходил, этот Свен. Там мне даже рефрешер нравится на Гриттере. Кстати, я заметил одну тему. Может, кто-то меня сейчас поправит в комментариях? Нет? Nope. Я очень не люблю против этого персонажа оставаться. Нет? Не ваншот? Не, ну ладно, все отлично. Я подумал, что мне сейчас ваншотнет. Это ж кунг-фу было. И, как правило, оно могло меня ваншотнуть. Так вот. Я заметил одну вещь, что рефрешер стал с задержкой срабатывать на Гриттере. На самом деле у меня даже предметы никакие нет. Ну, я не могу никакие предметы скипнуть. У меня и так все хорошо тут. Зачем мне какие-то предметы скипать? Незачем, естественно, поэтому как-то так. Так вот, я заметил, что есть такое минимальное окошко между рефрешерами, то есть пару секунд. То есть 2, сколько раз? 2. Да, где-то 2-2,5 секунды между тем, как сработает рефрешер, откатит способность, и он идет ее снова. А, так я его вынес без шансов. Отдыхай, дорогой. Отдыхай. Все. Почти ферзя взял. Белиссимо. Какой красивый у меня стол. Я реально надеюсь, что ему Свен не приходил. Ну, сильно против меня противники остались. На 2 имбах играли, поэтому я считаю, это сильные противники против меня остались. Давайте дадим дань уважения им. В самом деле, короче, что я хочу сказать по поводу этой катки. Во-первых, если ему не пришел Свен, я ему сочувствую. Пришел бы Свен, скорее всего, я бы не затащил эту игру. Вот у меня есть такое предчувствие, что не затащил. Хотя у меня была инкастовая хрона. Возможно, было бы 50 на 50. То есть, если бы у меня сработала хрона, естественно, я бы затащил. И челу не упало МКБ. Либо же он не поверил в этом МКБ. Что я хочу сказать по заключению? Во-первых, Гриттеры мне нравятся. По сей день классная сборка, универсальная, работает против всех, не имба, контрить ее довольно-таки легко. Все зависит от выбора персонажей. Если выбор персонажа у вас правильный, Гриттеры ваши тащить будут все и вся, и сносить абсолютно тоже все и вся. Но также это работает в обе стороны. Если против вас будут воины, извините, вас вынесут. Я вот Кирилл Муэрту, мне очень было интересно посмотреть, насколько Муэрта вообще себя покажет в Гриттерах. И я очень недоволен Муэртой. Может, я ошибаюсь, может, это из-за того, что у моего врага был шарбезный. То есть, напишите в комментариях, что думаете вы по этому поводу. Я же думаю так, что это как-то выглядит сыро, жиденько. В общем, мне не понравилось. Просто не понравилось. Вот и все. А еще, ребята, я хочу, чтобы вы мне оставили фидбэк на этот ролик. Скажите, как вам зашел контент, насколько я преподнес подачу и все остальное. Мне очень важно услышать сейчас от вас фидбэк, потому что последние несколько дней я либо слишком заморачиваюсь с подачей контента, либо чего-то не хватает как-то. То есть
В общем, я жду от вас полноценный фидбэк, уделите минуту времени и скажите, как вам в целом зашел контент. А так, всем огромное спасибо за просмотр, не забудьте подписаться на мой YouTube, на мой телеграм-канал, он закреплен в комментариях, и, соответственно, ставить свой лайк. Всем удачи!